Всем привет, с вами Анатолий и вы на канале T-Stone. Сегодня я предлагаю вам ознакомиться с таким необычным и интересным минералом – топазом. Топаз известен прежде всего своим огромным разнообразием цветов, любимый многими, но часто неправильно понимаемый камень. Многие люди до сих пор ассоциируют эти драгоценные камни именно с желтым цветом, хотя топазы бывают разных цветов, например, белые, розовые, красные, синие, зеленые. Многие из его оттенков являются естественными, а некоторые созданы искусственно, например, облучением гамма-лучами, подкрашиванием и другими способами обработки минералов. Хотя нельзя отрицать, каждый оттенок чудесен. Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить вам про кнопку подписаться под этим видео. Если вам нравится такой контент, не забудьте ее нажать, чтобы она стала серой, а также поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Продолжим. Не совсем ясно, как драгоценный камень стал известен как топаз. Одно из предположений, что этимология слова топаз произошла от санскритского тапас, означающий огонь. Но также мы знаем, что небольшой остров в Красном море, который сегодня известен как Зебергерд или остров Святого Иоанна, когда-то назывался Топаз, Топазиос. Плиний Старший, автор книги «Естественная история», связывал драгоценный камень с этим островом. Он также утверждает, что название острова произошло от греческого слова «топазис», что означает «искать». И хотя на этом острове было найдено множество драгоценных камней, топаз не входил в их число. На самом деле обнаруженный там камень был перидотом. Остров уже широко известен в кругах, занимающихся драгоценными камнями, как место, где Клеопатра добывала свой перидот. Но нет никаких доказательств того, что в это время там добывали топаз. Тем не менее, на протяжении всей истории эти два драгоценных камня неоднократно путали друг с другом, поскольку оба они имели яркие золотисто-зеленоватые оттенки. Кроме того, многие историки полагают, что изумруды, которые обожала Клеопатра, вероятно были камнями перидота с этого острова. Однако случайное неправильное название, сделанное исследователями, не единственная историческая путаница, связанная с этим камнем. В 1740 году в Бразилии был обнаружен самый большой из когда-либо найденных алмазов, весом в 1680 карат, а его размеры и великолепие быстро позволили ему войти в число регалий португальской короны. Бразилия была португальской колонией до 1822 года. Вскоре после этого было обнаружено, что этот очень красивый бесцветный камень – топаз. Однако, не демонстрировать это невероятное сокровище только потому, что это не бриллиант, не стали. Топаз все еще находится в португальской короне, в которой он был установлен, и известен как алмаз Бразанга. Помимо того, что топаз могли путать с алмазом, его часто путают и с цитрином. Оба камня имеют желтоватый цвет и некоторую схожесть в блеске. Еще минерал можно спутать с апатитом, шпинелью, бериллом. Все эти минералы могут быть различных цветов, и поэтому иногда может возникать путаница. Но есть и камни, которые могут ввести в заблуждение своим названием. Яркий пример – раух-топаз. В переводе с немецкого языка – дымчатый топаз. Это торговое и ошибочное название такого минерала, как дымчатый кварц, и к топазу никакого отношения не имеет. Внешний вид и схожесть блеска делает это название средством обмана покупателей. Не ведитесь, это кварц, он более мягкий в обработке и более дешевый минерал. С минералогической точки зрения топаз представляет собой водный фторосиликат алюминия с уникальной кристаллической структурой, которая делает его твердым и плотным драгоценным камнем. Топаз – один из самых твердых минералов в мире, более того, это самый твердый силикатный минерал, что делает его хорошим выбором для повседневных украшений. Его твердость 8 по шкале Mohs, а химическая формула такая. Если говорить о чистоте, топаз считается драгоценным камнем типа 1, то есть почти всегда встречается без каких-либо включений. Включения – это не обязательно плохо, они могут помочь придать драгоценному камню характер и индивидуальность. Однако трудно отрицать, что чистая прозрачность топаза является одной из его определяющих особенностей. Топаз добывается в нескольких местах по всему миру, наиболее важным из которых является Минас-Жерайс в Бразилии, Уральские горы, Мадагаскар и Нигерия. Образцы драгоценного камня также были обнаружены в различных местах Великобритании, но, к сожалению, практически невозможно раздобыть какой-либо топаз, добытый в Британии, поскольку на этих месторождениях не ведется коммерческая добыча. Топаз – фантастический драгоценный камень, который можно использовать в ювелирных изделиях не только из-за его потрясающих цветов, но и из-за его долговечности. Тверже него только алмаз, сапфир и рубин. Это плеохроический драгоценный камень, а это значит, что разные цвета можно видеть под разными углами, когда вы перемещаете драгоценный камень на свету. Например, красный топаз может иметь темно-красный, желтый и розовато-красные оттенки в различных аспектах. Природный топаз бесцветен, как корунт, из которого сделаны сапфиры и рубины. Широкий диапазон цветов корунта и настоящего топаза обусловлен природными микроэлементами, примесями и кристаллическими структурами.
Некоторые цветовые разновидности топазов получаются в результате селективных процессов, созданных в индустрии драгоценных камней. Например, если нагреть желтый топаз из региона Ору-Прету в Бразилии, он может стать розовым. А процесс облучения, используемый для превращения бесцветного топаза в синий, повторяет естественный процесс, который протекает в природе многие года. Какой самый редкий цвет топаза? Самый распространенный ответ на этот вопрос, который вы найдете в интернете – императорский топаз. Это торговое название топаза, которое бывает оранжевого, персикового и розового оттенков. Многие дилеры высказываются более конкретно, заявляя, что императорским топазом следует называть только красноватую разновидность топаза с плеохроизмом. Изначально камень был добыт на Урале и назван в честь царя, а владеть им могли только члены царской семьи. Большинство синих топазов, которые вы найдете на сайтах по продаже ювелирных изделий и драгоценных камней, представляют собой натуральный прозрачный топаз, который был облучен для придания цвета. В природе ярко-голубой топаз встречается крайне редко. Выделяют такие три типа голубого топаза. Небесно-голубой топаз. Этот вариант напоминает небо в безоблачный день, нежный воздушный сорт голубого цвета. Многие небесно-голубые топазы, представленные на рынке, представляют собой белые топазы, обработанные воздействием гамма-лучей. Как именно получается этот цвет, является лабораторной тайной. Однако, как правило, камень находится в среде с радиоактивным материалом, обычно кобальт-60, испускающим гамма-лучи. Этот цветной камень – хорошая и дешевая альтернатива аквамарину. Швейцарский голубой топаз – еще один высококачественный драгоценный камень, известен своим ярким голубым оттенком. Он отличается от небесного топаза тем, что он темнее, но не такой темный, как лондонский синий. Драгоценные камни швейцарского или электрического цвета изготавливаются с помощью чрезмерного нагревания, при котором белый топаз подвергается воздействию электронов высокой энергии. Чрезмерное тепло в процессе само по себе может привести к расколу камней, поэтому этот процесс достижения однородного насыщенного цвета может занять несколько месяцев. Лондонский синий топаз – один из самых популярных и востребованных сортов топаза благодаря своей ценности и невероятной красоте. Хотя некоторое количество лондонского голубого топаза можно найти в магазинах натуральных минералов, большая часть этого камня, представленная на рынке, прошла термическую обработку, в результате которого получается высококачественный и ценный лондонский голубой топаз. Помимо голубого топаза можно выделить такие цвета. Белый топаз, также известен как бесцветный, серебряный или прозрачный топаз. Это наиболее распространенная природная разновидность топаза. Белый топаз является хорошей альтернативой бриллиантам, и иногда люди принимают его за алмазы, хотя у него меньше блеск и твердость. Желтый топаз – традиционный цвет топазов. Он бывает разных оттенков, от бледного желтого до канареечно-желтого, в зависимости от того, где он был добыт и сколько железа содержится в камне. В древние времена многие желтые драгоценные камни называли топазами, хотя на самом деле они представляли собой разновидности кварца или циркона. Даже сегодня натуральный желтый цитрин иногда все же ошибочно называют топазом. Розовый топаз – один из редчайших цветов настоящего топаза. Он может варьироваться от коричневато-розового цвета шампанского до персикового, оранжевого, розового и ярко-светло-розового, похожего на розовый сапфир. Коричневатый сорт цвета шампанского называется хересный топаз. Топаз этой цветовой гаммы иногда называют драгоценным топазом, чтобы подчеркнуть его ценность и качество. Топазы красно-оранжевых и темно-красных оттенков также иногда продаются под названием императорский топаз, и их ценность аналогична розовому топазу. Спектр красных и розовых камней примерно одинаково редок в природе и имеет схожую ценность. Красный топаз не так популярен, как рубины, что делает этот драгоценный камень менее востребованным, несмотря на его редкость. Зеленый топаз не особо популярен, и его не так легко найти. Сине-зеленые оттенки встречаются реже, чем желто-зеленые. Топазы этих оттенков чаще можно найти в необработанном виде, чем в охранке для ювелирных изделий. Некоторые сорта топаза улучшаются для создания уникальных цветов. Один из самых популярных – мистический топаз. Мистический топаз известен своими переливами цветов. Представляет собой натуральный белый топаз, прошедший обработку, при которой на его поверхность распыляется тонкий слой титана. Это придает камню потрясающую калейдоскопическую игру цветов, но требует более тщательного обращения, чтобы не поцарапать покрытие. Еще одна популярная разновидность улучшенного топаза – топаз азотик. Оранжево-розовый топаз с радужным эффектом. Эта разновидность создается путем пленочного напыления тонкого металлического слоя. Как видите, топаз очень необычный, интересный и загадочный минерал с богатой историей, которая насыщена путаницами и заблуждениями. И это привлекает внимание и интерес к этому минералу многие века.
Люди создавали и создают уникальные украшения из него, а сам минерал всегда будет притягивать к себе большое внимание. Надеюсь, вам понравился этот небольшой экскурс в мир топазов. Не забывайте про подписку, лайк, репост. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новом видео.